Сегодня готовим гречку по-флотски. Я знаю, все привыкли к макаронам, но гречка по-флотски готовится очень просто, быстро, в одной сковороде и получается очень вкусный. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить. На дно сковороды наливаю 2 столовые ложки растительного масла. Оставляю разогреваться. Нам понадобится 1 целая луковица. Разрезаю ее пополам. Затем на вот такие кусочки и нарезаю мелким кубиком. Кубики лука отправляю в масло. Оставляю пассероваться на среднем огне. Нам понадобится 1 морковка среднего размера. Разрезаю ее на 3 части. Каждую часть нарезаю на тоненькие ломтики. Затем нарезаю морковку на небольшие брусочки. Брусочки моркови отправляю к луку. Немного перчу, делаем это по вкусу, перемешиваю лук и морковку и оставляю пассероваться. 500 граммов капусты, кочерышку я уже удалила, разрезаю на кусочки, тонко-тонко шинкую капусту. Чем тоньше она будет нарезана, тем сочнее получится наш ужин. Капусту отправляем в сковороду к нашим овощам. Теперь необходимо перемешать лук-морковку с капустой, для того, чтобы овощи пассеровались равномерно. Овощи перемешала, накрываю крышкой и оставляю на 3-5 минут, чтобы наша капустка стала мягче. 5 минут прошло, открываем крышку, наша капуста шкварчит. Самое время добавить 500 граммов фарша. У меня фарш куриный из куриной грудки. Теперь наша задача размять фарш и смешать его с капустой, для того, чтобы и капуста обжарилась, и фарш также обжарился. Перемешиваем интенсивно. Капусту и мясо я перемешала. Теперь необходимо посолить. Делаем это по вкусу. Затем добавляю 2 столовые ложки сметаны. Наливаю 700 мл воды. И нам остается перемешать. Таким образом мы готовим нежный сливочный соус, в который отправим нашу гречку. И будет очень вкусно и нежно. 250 граммов гречки я промыла и отправляю ее в сковороду. Перемешиваем гречку с капустой, мясом и нашим нежным сливочным соусом. Перемешиваем тщательно, чтобы гречка впитала в себя соус и получилась невероятно нежной. По такому рецепту гречка по-флотски всегда получается очень сочной и просто невероятно разваристой. Накрываю крышкой и оставляю гречку по-флотски на среднем огне около 15 минут до готовности гречки. Прошло 20 минут, наш ужин готов. Как вкусно пахнет! Давайте скорее отправим на тарелку. Просто посмотрите, какая красивая получается гречка. Она и разварилась, и при этом она рассыпчатая. Получится очень вкусно, сытно, потому что и гречка, и капуста, и курочка, все, что нужно для сытного ужина. Обязательно добавьте зелени и употребляйте с любым соусом, который нравится именно вам. Приятного аппетита! Обязательно приготовьте гречку по-флотски. Теперь вот такой вкусный, простой, сочный и невероятно ароматный рецепт из самой обычной гречки есть в вашей копилочке. Обязательно приготовьте, гречку полюбят даже те, кто не любили ее раньше. Если вам понравился рецепт, нравится наше видео, оцените нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк. Конечно, подписывайтесь на канал, впереди много простых, интересных рецептов. С вами была Мария Мироневич, я желаю всем любви, добра и, конечно, гречки.